В нашем мире есть страна, где за каждым поворотом скрываются удивительные чудеса природы. Это страна, в которой можно поверить в сказки и легенды, и которую хочется исследовать бесконечно. Ее имя – Норвегия, и она бывает разной. Норвегия бывает такой. Или такой. Или даже вот такой. За это путешествие мы проедем от самой южной точки Норвегии до знаменитых норвежских фьордов. Мы найдем и покажем самые красивые пейзажи и локации этой страны. Мы увидим места, где снега не тают даже летом, а озера имеют самые чистые воды в природе. Мы доберемся до моста, который уходит в бесконечность, и прикоснемся не только к истории страны, но и к ее современности. Мы бросим вызов своим возможностям, отправившись в 12-часовой поход к языку тролля, и заберемся на утес, где сидел великий викинг Рагнар Лодброк. Водопады, озера, моря, леса, экология, рыбалка, километры дорог, походы, горы, радость, удивление и многое-многое другое. Все это разнообразие – Норвегия. В нашей голове Норвегия долгое время казалась страной несколько недостижимой, потому что, во-первых, она находится на самом севере Европы, а во-вторых, имеет репутацию одной из самых дорогих стран в мире. И тем не менее, из года в год мы слышали о том, что эта страна обладает просто какой-то невероятной дикой красотой, которую обязательно нужно успеть увидеть за жизнь. И этим путешествием мы символически бросили сами себе вызов, решив проехать тысячи километров по величественной Норвегии. И так как проехать предстояло достаточно много, то мы прибегли к одной маленькой хитрости. Мы отправились в дорогу вместе с друзьями. Поэтому знакомьтесь, это Сэм. Сэм отвечает за духовное просветление, добычу провианта для группы и, безусловно, за настроение. А это Юля. Она отвечает за прокладывание маршрутов, поиск правильных ракурсов и, конечно же, за стиль. За раз всю страну изъездить очень сложно, и поэтому мы осознанно решили сконцентрироваться на исследовании южной части страны, оставив северную на следующий раз. И поверьте, тут есть на что посмотреть. Кстати, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Этим вы не только мотивируете нас выпускать новые ролики, но и помогаете этому каналу расти и развиваться дальше. И прежде чем мы волшебным образом переместимся на 1000 километров, проехав через всю Данию и Финляндию, упомянем пару маленьких интересных фактов о Норвегии. Первая норвежская рыба поймана. Несмотря на то, что Норвегия – это одна из крупнейших стран Европы, здесь проживает всего примерно 5,5 миллионов человек. Это, по сути, сравнимо с совокупным населением Берлина и Парижа. И ни для кого не секрет, что сегодня Норвегия – это одна из богатейших стран в мире. При этом показатель неравенства доходов населения здесь один из самых низких в мире. То есть здесь практически нет ни слишком бедных, ни слишком богатых людей. В Норвегии существует закон, известный как Алемансред, который гарантирует каждому право свободного доступа к природе. Это означает, что вы можете свободно гулять, ездить на велосипеде и даже разбить лагерь практически где угодно, включая частную землю, при условии, что вы уважаете окружающую среду. Норвегия – это та самая страна, с которой ассоциируется слово «фьорд». Здесь находится аж более 1000 гигантских фьордов, включая самый длинный фьорд в Европе протяженностью около 204 километров. И, кстати, в Норвегии, помимо фьордов и длиннейшей береговой линии, есть еще огромное количество рек и озер. Водоемов настолько много, что в стране можно ловить рыбу без ограничений и лицензии, в отличие от большинства других европейских государств. Что интересно, Норвегия – это конституционная монархия с королем в качестве правящего монарха. Но что еще интереснее, в Норвегии есть почетный пингвин-рыцарь. Живет он в Эдинбургском зоопарке, а зовут его Нильс Олаф. Он является командиром и маскотом Норвежской королевской гвардии. В общем, да, норвежцы очень близки с природой. Ну а теперь, получив представление о стране, посмотрим, что она в действительности себя представляет. А для этого переместимся в столицу Норвегии. Мы, как и миллионы других туристов, сделали нашей первой остановкой в Норвегии город Осло.
Здесь мы пробыли всего несколько часов, а потому и расскажем о городе кратко, прежде чем отправимся дальше. Осло – столица Норвегии и по совместительству самый большой город страны, где проживает чуть более 700 тысяч человек. Как нам показалось, Осло – это вообще едва ли не единственное место в Норвегии, где можно застать городскую суету. Здесь много торговых и деловых центров, можно увидеть толпы людей, есть пара интересных достопримечательностей и очень вкусные норвежские вафли. Кстати, вафли реально стоит попробовать, хоть они и стоят достаточно дорого. Вот такие вафли — это своеобразная национальная гордость. Норвежцы очень любят вафли, они их сворачивают, и начинка может быть либо сладкой, как у меня мороженое с клубникой, либо, например, рыба или курица. То есть есть вообще вафли, где есть салат «Цезарь» внутри. Очень круто. Что же касается красот города, то в целом город не обладает каким-то огромным количеством достопримечательностей, но все же пару точек точно имеет смысл посетить. Например, тут есть городская ратуша с особенным значением. Здание позади меня может показаться непримечательным, однако здесь вручают Нобелевские премии Нобелевским лауреатам. И действительно, в этой ратуше каждый год 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, в главном зале проходит церемония вручения Нобелевской премии мира. Это единственная Нобелевская премия, вручаемая за пределами Швеции, и по совместительству события мирового значения. Ратушу очень легко найти по 2 кирпичным башням, возвышающимся над городом, поэтому ее ни с чем не перепутать. Совсем рядом с ратушей находится городская крепость, построенная еще в 13 веке под названием Акерхус. Для местных эта крепость – символ национального самосознания, а для туристов вроде нас – красивое здание на пути к городской опере. А все потому, что опера в Осло – это, наверное, самое необычное здание, построенное в городе. Это здание реально произвело на нас приятное впечатление. Здесь отличнейшая атмосфера для прогулок. Здание находится прямо на набережной, и этого вида отсюда открываются просто потрясающие. Конечно, летом здесь еще и тепло, является отличным и приятным бонусом. Что очень здорово, по крыше здания можно гулять без ограничений. Отсюда же можно полюбоваться на панораму города и на Осло-фьорд. По совместительству это самое крупное здание, построенное во всей Норвегии. И в его постройке участвовало аж 33 страны. Да и будем честны, здание действительно является эстетически приятным, и хотя бы ради пары фотографий сюда точно стоит заглянуть. Ну а вообще про город хочется сказать, что это одна из самых спокойных и чистых столиц из тех, что нам довелось посмотреть. Приезжая сюда, ты не чувствуешь себя попавшим в городскую гонку и хаос. Совсем наоборот, здесь хочется задержаться, побродить по улочкам и посидеть на берегу Осло-фьорда. А еще это первый город в своем роде, где мы увидели открытые сауны прямо в центре города. Необычно. В общем, в Осло, может быть, и не имеет смысла задерживаться надолго, но город заслуживает того, чтобы его посетили. И прежде чем мы поедем дальше, хочется добавить, что именно отсюда, как правило, отправляются огромные круизы к норвежским фьордам, в сторону которых двигались и мы. Поэтому встречаем наш первый закат и отправляемся к фьордам. Двигаясь в сторону фьордов, мы очень быстро установили один факт. Ехать по Норвегии – это невероятное приключение. Это едва ли не так же интересно, как и исследовать конечные точки маршрутов. Вот, например, эти места находятся в сотнях километрах от каких-либо известных туристических точек. Без преувеличения, едва ли не каждый час мы останавливались на обочинах дорог, чтобы полюбоваться открывающимися нам видами, будь то горы, леса, водопады, озера или что-либо еще. Эти виды гипнотизировали нас и не позволяли нам двигаться дальше, не делая остановок. Просто шедеврально. Наш путь блокировали овцы, которых нам в прямом смысле приходилось сгонять с дороги. А затем огромные и, судя по всему, бесстрашные коровы, которые сгоняли с дороги уже нас. Отгоняет. В общем, иногда полная непредсказуемость. Сейчас конец июля,
И тут полным-полно снега в горах. И это, конечно, поражает. Мы делали паузы в одних из самых живописных местах нашего мира. И в целом очень сильно наслаждались именно самим маршрутом, не думая о конечной цели. И все это сопровождалось огромным разнообразием пейзажей, из-за которого наш вау-эффект от увиденного держался на протяжении всего путешествия. В общем, да, ехать по Норвегии – это нереальный опыт. Кстати, в первую же нашу ночь в Норвегии мы узнали интересную вещь. Оказалось, что в середине лета в Норвегии не темнеет по-настоящему. Поразительно, но сейчас уже почти 3 утра, и мы только-только приехали в отель. Но посмотрите, как светло. Это вообще вау. В какой-то момент, где-то, наверное, в час ночи, начало светать еще интенсивнее, чем до этого интенсивно не темнело. Не знаю даже, как это объяснить, но летом в Норвегии супер светло. Стоит ли говорить, что как только мы узнали о светлых норвежских ночах, наше исследование этой страны начало происходить и по ночам. Иногда ехать было страшновато, но тем не менее очень интересно. И наш первый фьорд мы увидели тоже ночью. Это Герангерфьорд. И прежде чем мы увидим его днем, сделаем маленькое отступление. Сперва обозначим, что же такое фьорд. Фьорд – это длинный морской залив, глубоко врезающийся в побережье, образованный когда-то давным-давно постепенно тающими ледниками. Ледники прорезали в горных плато глубокие узкие долины, куда лед стекал с гор в океаны. Со временем ледники растаяли, и море заполнило водой образовавшиеся каньоны. И именно такие каньоны сегодня мы и называем фьордами. В Норвегии есть более 1000 фьордов. Ими усеяна вся западная часть скандинавского полуострова. Но посещают в основном десяток самых известных и наиболее доступных, среди которых у всех на слуху Согнефьорд, Герангерфьорд, Хардангерфьорд и Люсифьорд. Нашим первым встречным фьордом стал именно Гейрангерфьорд, и вот что мы о нем узнали. Фьорд назван в честь небольшой деревушки Гейрангер, расположенной у его устья, и считается совсем небольшим, так как он около 20 километров в длину. При этом он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из наиболее посещаемых фьордов Норвегии. Ну и, собственно, это совсем не удивительно, очевидно почему. Одна из главных достопримечательностей Герангерфьорда – это серия водопадов «Семь сестер». Подъехать к водопадам невозможно, а потому остается любоваться издалека. Для галочки можно спуститься к самому берегу возле деревни Герангер, чтобы прикоснуться к фьорду. В норвежском фольклоре фьорды часто считались местом обитания троллей, которые, по легендам, всегда жили вне зоны досягаемости людей. И как мы потом узнали, тролли до сих пор встречаются в Норвегии повсеместно. Мы искали и наконец-то нашли настоящего норвежского жителя. Коренной вот больше некуда. Норвежцы представляют троллей именно вот так. Они живут во фьордах, в горах, выглядят очень маленькими, но с большим носом. Считается, что тролли довольно зловредные существа. Но лично нам попадались исключительно дружелюбные. Они встретятся нам еще раз в выпуске, а пока что прикоснемся к старинной истории Норвегии. В Норвегии есть очень маленький городок под названием Бургунд, куда съезжаются толпы туристов. И все из-за расположенной тут особенной постройки. Это Ставкирка в Бургунде, еще известная как церковь, которая выжила. Это одна из самых древних сохранившихся каркасных церквей, построена в самый закат эпохи викингов, где-то между 12 и 13 веками.
И именно поэтому, несмотря на то, что изначально церковь строилась как христианская, тут все еще можно увидеть большое количество унаследованных от язычества деталей. Если присмотреться, на дверях ставкирки можно рассмотреть древние рунические знаки. Многовековые привычки рисовать руны-обереги нашли свое отражение здесь. А на крыше ставкирки с восточной и западной сторон здания расположились драконы. Очень нетипично для христианской церкви. Что примечательно, раньше в Норвегии можно было наблюдать тысячи вот таких церквей, однако до сегодняшних дней дожило всего 28. Отчасти помогла смола, которая обрабатывает покрытие этих церквей, и при нагревании она продолжает стекать. И здесь можно наблюдать такие капельки, и меняются цвета в зависимости от того, где эта смола уже стекла и где она не стекла. Сейчас на улице градусов 25, поэтому смола уже нагрелась, и мы можем ощущать запах дерева с примесью горячей смолы. Запах изумительный, очень интересно, и мы уже торопимся посмотреть, что там внутри. Интерьер ставкирки предельно прост и лаконичен. Здесь нет никаких излишеств, и все убранство храма составляет лишь скромный алтарь. При этом ставкирка целиком построена из дерева, в ее конструкции нет ни одного металлического элемента. Возле ставкирки на территории комплекса стоит недавно отреставрированная звонница 13 века и крошечное старинное кладбище. А рядом находится новая церковь Баргунда, которая, собственно, и используется вместо старой. Поэтому старая церковь сегодня является скорее музеем. Ставкирка простояла уже более 800 лет и, вероятнее всего, сможет простоять еще столько же. И она идеальна, чтобы в прямом смысле прикоснуться к древней истории Норвегии. Но нужно иметь в виду, что за вход придется заплатить 130 норвежских крон с человека. Но зато в музее можно узнать очень много об истории постройки. И к тому же здесь можно купить сувениры или засесть в небольшом кафе. В общем, очень приятное место. На пути к нашей следующей остановке мы впервые воспользовались норвежскими паромами. Вообще хочется сказать, что хотя в Норвегии много дорог и мостов, без паромов периодически просто-напросто не получится. В какой-то момент мы начали пересекать фьорды на паромах по несколько раз в день. И знаете, это очень крутой опыт, потому что паромные переправы – это такие маленькие паузы в дороге, чтобы выпить кофе и насладиться красивейшими видами норвежских фьордов, проносящихся за окном. Тут даже есть розетки, чтобы зарядить телефоны, или кофе, чтобы зарядить себя. Стоит каждая переправа совсем недорого по норвежским меркам, и к тому же переправы можно легко оплачивать через местный веб-сайт. И в общем-то совсем не удивительно, что норвежцы часто предпочтут паром езде по дорогам. Это реально очень удобно. И именно благодаря паромам мы успели вовремя добраться до нашего первого испытания в Норвегии. Неподалеку от города Ставангер, на фьорде Люси, расположено уникальное природное образование под названием Прекестулен, еще известное как кафедра проповедника. Главная загвоздка – до этого места нужно подниматься в гору 4 километра, и большая часть маршрута – это на самом деле подъем. Но мы проделали сюда уже достаточно большой путь и морально были готовы к этому. Да к тому же, сам маршрут к Прекестулину относительно несложный и рассчитан на 2-3 часа ходьбы, если идти не спеша и делать передышки. Через несколько дней нас ожидал подъем до другой знаменитой локации, где наши тела буквально хотели сдаться. Но и тут нужно быть готовым к тому, что иногда воздуха в легких все же будет не хватать. Большая часть пути проходит среди густого норвежского леса по выложенной камнями или досками тропе, что сильно упрощает подъем.
По ходу движения то тут, то там взору будут открываться очень красивые виды, что, честно говоря, сильно придает мотивации двигаться дальше. Ну а для тех, кого не мотивируют виды, есть таблички, которые указывают дистанцию до Прикистулина. Уже к концу подъема виды вокруг разительно начнут меняться, и леса уступят место скалам. И вскоре дорога приведет к Люсифьорду, а это значит, что мы на месте. Прикистулин – одно из чудес Норвегии. Прикистулин представляет собой огромный утес с плоской вершиной размером 25 на 25 метров, который возвышается над Люсифьордом аж на 604 метра. Это место мега популярное у туристов, и мы опасались, что просто-напросто не протолкнемся на этом утесе. Но то ли тут никого не бывает вечером, то ли нам повезло, но помимо нас на Прикистулине оказалось совсем немного людей. А еще никаких поручней или ограждений на Прикистулине нет, и это помогает наслаждаться девственной красотой этого места и думать о вечном. Тут, кстати, уже успели снять сцены в кино, сериалы и даже музыкальный клип. И для фанатов сериала «Викинги» это место будет иметь особенное значение. Помните эту сцену? Существует интересная легенда, согласно которой Прикистулин упадет лишь тогда, когда 7 сестер из одной деревни выйдут замуж за 7 братьев из соседней деревни. И, судя по всему, до сих пор браки не состоялись. Но теперь нас ожидал спуск длиной в 2 километра. Ну что, мы вернулись в Прикистулино. Могу сказать, что нам очень понравилось. Весь маршрут занял примерно 4-5 часов. Наверное, самое масштабное, что вот я лично видела в своей жизни. То есть ты смотришь вниз, и твои глаза не могут осознать высоту. Мы даже кинули небольшой камешек, и все равно не смогли ощутить уровень, над которым мы находимся, потому что это очень высоко, и прямо такая, как будто кусочек земли отрезали ножом. Маршрут на Прикистулин, как мне кажется, доступен реально каждому. Прикистулин – это одно из мест, из-за которых в Норвегию нужно ехать обязательно. Но Норвегия – это даже больше, чем масштабные виды наподобие Прикистулина. Типичное путешествие по Норвегии сопровождается большим числом поездок и походов. Успеть все за короткое время очень сложно, но все же возможно. И чтобы это сделать и при этом не сойти с ума, нужно иногда позволять себе остановиться и отдохнуть. И это еще одна часть философии жизни норвежцев, которой мы активно придерживались и наслаждались. Итак, наша личная подборка вещей, которые нужно успеть испытать, пока добираешься из одной локации в другую. Самое первое – найти один из тех красных прибрежных домиков, которые являются визитной карточкой Норвегии. Вам наверняка тоже очень часто попадались подобные фотографии в интернете. Мы нашли и переночевали в одном из таких домиков, и заодно узнали о жизни норвежцев немножко больше. Например, как оказалось, почти у каждого норвежца, живущего на побережье, имеется хоть какая-нибудь лодка и рыболовные снасти. А все потому, что раздобыть себе еды в Норвегии – это дело одной рыбалки. Как мы уже упоминали, Норвегия – это вообще одна из немногих стран в Европе, где можно рыбачить без лицензии, чем мы периодически и пользовались. К слову, профессионалам рыбалки быть не нужно. Именинник, смотрите, что натворил сегодня. Обалдеть. Это первое в жизни? Это первая на спиннинг пойманная. Первая
первая рыба в Норвегии. На день рождения. И первая морская рыба. Как назовешь? Зовут Сэм. Прежде чем съем. Рыбы в Норвегии очень много, как в море, так и в озерах. И потому, если не перебарщивать, можно не только насладиться процессом, но и свежими продуктами. И вот маленький совет от профессионалов. Зацепившийся за камни блесной, в озера лучше не лезть. Вода в озере может оказаться на градусов 15-20 холоднее, чем температура воздуха. В общем, бррр. Но, возвращаясь к типичным норвежским домикам, переночевать в одном из них – это отдельного уровня удовольствия, и мы очень рекомендуем. Остановочка по кайфу. Очень классно. Рыбку поймали. Постельное белье не нужно было самим запостеливать. На берегу красный типичный норвежский домик. Даже не знаю, что еще должно было быть в идеальном доме в Норвегии. Очень классно. Очень. Что же еще нужно сделать, передвигаясь по Норвегии? Конечно же, поплавать на лодке в одном из чистейших норвежских озер. И тут логичный вопрос. Как найти лодку? Как мы упоминали, если есть водоем, то есть и местный житель, у которого есть лодка. В один день мы остановились вот в таком домике, который располагался прямо возле вот такого прекрасного озера. Красиво как и вечером, так и днем. И оказалось, что хозяин этого места совсем не возражал против того, чтобы безвозмездно поделиться своей личной лодкой с нами. Стоит ли говорить, что это было одним из наиболее запоминающихся событий нашего путешествия? Кстати, наверное, если уметь управлять лодкой, то удовольствия даже больше. И, наконец, путешествие по Норвегии идеально подходит для того, чтобы дурачиться, наслаждаться происходящим и не стесняться этого. Поверьте, эта страна умеет расслаблять и заставлять радоваться мелочам. Иногда все, что нужно, так это отдаться моменту. В Южной Норвегии, помимо Осло, есть еще один большой и значимый для страны город – Берген. Второй по величине город Норвегии и по совместительству древняя столица Норвегии до XIV века. Сегодня же это в первую очередь крупный порт и центр нефтяной промышленности страны, да и в целом милый город для жизни. Но вот только таким его застать очень сложно. Берген расположен между 7 различными горами, из-за чего дожди тут льют более 200 дней в году, что, впрочем, нас не остановило, но вынудило одеться по погоде. Настроение, да, у всех? В 2000 году Берген провозгласили культурной столицей Европы. И, собственно, понятно почему. В отличие от многопланового Осло, Берген прямо-таки напичкан историей и искусством. У норвежцев очень красивые национальные костюмы. Заметили случайно, проходя через витрины национального такого магазинчика сувениры. В этом городе очень много отсылок к старой истории Норвегии, будь то что-то связанное с викингами или с мифами страны. Кстати, первых наших норвежских троллей мы встретили именно здесь. Здесь их прям, очень много. Но, пожалуй, самая известная достопримечательность Бергена, из-за которой мы и приехали сюда, это Брюгген.
Брюген – это исторический район неподалеку от городского порта, который был основан как центр торговли в XII веке. В середине XIV века Ганзейский союз даже учредил здесь Ганзейскую контору. Это огромное достижение для городов той эпохи. И самое классное – это что сквозь века в Брюгене сохранилась оригинальная компактная средневековая городская структура. Идем в старый центр. Здесь все из дерева, очень красиво. Здесь, конечно, все свеженькое, покрашенное, но постройки сохранились. Брюген – это район с длинными узкими рядами зданий, обращенными к гавани и разделенными узкими деревянными проходами. Гулять здесь очень приятно, так как тут совсем немного людей, вкусно пахнет деревом, а вокруг симпатичные арт-пространства. В общем, да, Брюген точно имеет смысл посетить. Вход сюда абсолютно бесплатный, и это очень приятно. Отдельное удовольствие в Бергене – это отведать местных морепродуктов в одном из ресторанов, расположенных прямо на средневековой набережной города. В плохую погоду тут достаточно людно, но зато морепродукты здесь, как и в целом в Норвегии, стоят относительно недорого и при этом очень вкусные. Кроме того, засесть в ресторане – это хороший способ спрятаться от непогоды. И если же вы тоже окажетесь в этих краях, то в Берген имеет смысл заглянуть. Но мы же отправляемся дальше, на север, к месту, где дороги уходят в небо. Примерно в 9 часах езды от Бергена, возле океана, расположена очень необычная и впечатляющая дорога, соединяющая небольшие острова и скалы. Это чудо инженерии под названием Atlanterhavsvegen или просто Атлантическая дорога известна как одна из самых красивых автомобильных дорог в мире, и не без причины. Эта дорога была открыта в 1989 году и является бесплатной. Маршрут соединяет норвежский муниципалитет Аверёй с материком через ряд островов с помощью 8 мостов. И суммарно Атлантическая дорога простирается на 8 километров. На дороге есть большое количество мест, где можно сделать остановку, чтобы полюбоваться на океан и устроить небольшой пикник. И здесь действительно имеет смысл сделать небольшую паузу, чтобы полной грудью вдохнуть в себя свежий соленый воздух и насладиться духом этого места. Этот маршрут не создан для того, чтобы как можно быстрее добраться из точки А в точку Б. Поездка по этим дорогам – это цельное погружение в атмосферу побережья. Кстати, опыт посещения этой дороги сильно разнится в зависимости от погоды. В пасмурную, даже летом, здесь дуют сильные ветра. Настолько сильные, что один из наших дронов просто-напросто сдался и упал где-то в кустах одного из островков, но после тщательных поисков все же был спасен. Сегодня мы чуть не потеряли одного из наших дронов. Вот, благо нам удалось посадить его в последний момент на землю, а не в воду, хотя по факту тут всего где-то 10 метров земли, наверное, квадратных. Было круто, но мы его нашли. А главный же хайлайт Атлантической дороги – это так называемый мост в никуда, который с определенного угла будто бы резко обрывается и создает визуальный обман, словно мост внезапно заканчивается. Возможно, не все слышали про саму эту дорогу, но про мост в никуда, скорее всего. Проезжать по этому мосту без преувеличения – очень захватывающий опыт. Мало какие места позволяют так близко соприкоснуться с океаном, как опыт путешествия по Атлантической дороге. Поездка по этому живописному маршруту – это настоящее визуальное наслаждение.
А для нас пребывание на Атлантической дороге стало своего рода медитацией, где можно было набраться сил и вдохновиться на будущие свершения, что было особенно важно, потому что впереди нас ждало главное испытание всего путешествия – подъем к языку тролля. За долгое путешествие по прекрасной Норвегии очень часто приходится преодолевать трудности маршрута, не досыпать и периодически выходить из своей зоны комфорта. Но есть в Норвегии один подъем, на который решаются не все, а даже если решаются, то не все в итоге достигают цели. Впереди ждала Тролтунга и очень ранний подъем. Сэм, как тебе утро? Ты готов взбираться в горы? Да, сниму твою прическу прекрасно. Сейчас 7 утра, мы отправляемся на язык тролля, нам идти где-то 20 километров, поэтому мы на спорте. Тролтунга, еще известный как язык тролля, это знаменитая скала в Норвегии, расположенная около 1100 метров над уровнем моря. И одновременно эта скала, чтобы добраться до которой, нужно попасть, во-первых, в хорошую погоду, а во-вторых, обладать хорошей физической выдержкой. Сложности подъема к языку тролля начинаются уже при поиске парковок. Всего их 3, и у каждой из них свои особенности. Но самая удобная и при этом самая доступная из них – это вторая. Так как мы приехали достаточно рано, то нам повезло найти здесь место. А дальше путешественников ожидает шаттл наверх. Отправляться на язык тролля нужно примерно в 6-7 часов утра, чтобы успеть до темноты. Мы приехали сюда примерно в 9 утра, потому что сейчас сезон и солнце заходит гораздо позже. Взяли шаттл, чтобы добраться до самой высокой точки дороги и сократить пару-тройку километров и наших драгоценных сил. Шаттл подвозит путешественников до точки, где заканчиваются дороги, и дальше остается идти только пешком. Но такая поездка, хоть она и стоит денег, экономит как минимум час подъема, что очень помогает сохранить энергию перед дальнейшим походом. Прийти 10 часов дороги. Пешком. Как следует упаковываемся и экипируемся, засекаем время и выдвигаемся. Маршрут начинается. Тут сразу нужно сказать, что этот маршрут подойдет не каждому. Выдвигаясь, нужно быть уверенным в своих силах и выносливости, потому что суммарно в оба направления придется пройти как минимум 20 километров по очень разнообразной местности. Но с правильной мотивацией все возможно. К тому же в начале похода запала еще очень много. Пускай сначала маршрут и кажется простым, уже с первыми подъемами начинает не хватать воздуха в легких, а мышцы забиваются и требуют привалов. Уже через первые 2 километра признаки усталости дают о себе знать. Ну что, как тебе первые 2 килограмма? Килограмма? Ну, 2 килограмма примерно я уже и потеряла. Как тебе первые 2 километра подъема? Сложно на самом деле. Не могу сказать, что это прям сильно сложнее, чем на Сейшелах было, но неприятно, не люблю такие подъемы. Так смогла. Качество тропы к языку тролля, как и сложность, может сильно варьироваться. Местами вообще придется пробираться по еще не растаявшему скользкому снегу. Дошли до снега, очень скользко, порывистый ветер, но мы держимся. Иногда нужно идти прямо горными ледяными ручьями. Интересный опыт для летнего похода. Большая часть пути пролегает по открытой местности, откуда со всех сторон дуют сильные ветра. И потому даже в солнечную погоду нужно утепляться, чтобы двигаться дальше. Весь этот поход к языку тролля обусловлен тем, что погода может резко меняться и температура может сильно меняться. Когда мы оказались на вершине местного горного хребта, то там дул сплошной холодный ветер. И когда уходило солнце за тучи, становилось прям реально дико холодно. Поэтому очень важно позаботиться о том, чтобы взять с собой теплую одежду. Без теплой одежды может казаться очень дискомфортно. На протяжении всей тропы не встретишь никаких заборов или перил. Тут нет никаких домиков для отдыха или туалетов.
Но в этом и заключается основная прелесть дороги к языку тролля. Здесь нет никаких ограничений. Ощущение того, что ты идешь по девственной природе, где нет никаких правил или ограждений, захватывает, вдохновляет и придает заряда бодрости. Ощущается дух свободы. К тому же виды с этой высоты не оставляют равнодушным. По пути будет огромное количество мест с прекраснейшими видами, чтобы сделать паузу, выдохнуть и насладиться красотой вокруг. А факт того, что на маршруте совсем немного людей, помогает погрузиться в атмосферу дикой природы еще больше. А вот зимой тут, кстати, не пройти, потому что снега становится слишком много, поэтому нужно успеть посетить это место, когда основная толща снега уже растаяла. Итак, постепенно двигаясь по 10-километровому маршруту и забывая о времени и цели, ты наконец выходишь к тому самому знаменитому языку тролля. Ну что, кажется, это оно самое. То самое место — язык тролля. Ощущение того, что ты достиг цели в конце изнурительного маршрута, очень приятно. И уже находясь здесь, ты по-настоящему понимаешь, весь этот поход – это не только подъемы и спуски до особенной скалы, это больше вызов самому себе, своей выносливости и целеустремленности. Этот поход – это воссоединение с природой, где ты учишься ценить моменты и радоваться тому, что ты живешь. Этот маршрут дает шансы открывать что-то новое и удивлять все больше и больше с каждым пройденным километром. И пускай в конце пути твои ноги болят и ноют, но зато сердце стучит и очень радуется. И вот мы вернулись с похода к языку тролля, и, скажем честно, это было испытание еще то. Это, наверное, самый сложный трейл в нашей жизни. Весь трейл занял у нас примерно 12 часов, с учетом того, что час мы пробыли на самой верхушке. Не можем никак прийти в себя на самом деле, ноги даже вот так вот подрагивают. Но мы ни о чем не жалеем. Было классно. Было классно, но мы сейчас себя чувствуем несколько истощенными. Да, 12 часов это очень много. Да, и надеемся получить немного отдыха, прежде чем мы отправимся дальше. Да. Знаете, направляясь в Норвегию, ты ожидаешь увидеть много красивого. Ты ожидаешь увидеть горы, море, озера, леса, и все это вместе и сразу. Но чего ты точно не ожидаешь, это увидеть всю эту красоту в таком количестве и в таком разнообразии. И вместе с этим разнообразием на тебя буквально наваливается целая палитра эмоций. Проехав несколько тысяч километров по Норвегии, мы успели познакомиться с этой страной даже ближе, чем планировали. И одно можно сказать точно – это знакомство было одним из самых приятных. Норвегия – это страна, в которой нельзя побывать только один раз, потому что уже с первого посещения Норвегия влюбляет в себя, и ты отчетливо осознаешь, что будешь возвращаться сюда снова и снова. Спасибо, что были в этом особенном путешествии вместе с нами, и спасибо, что поддерживаете нас и вдохновляете на новые выпуски. Это была Норвегия, какой ее увидели мы.
и она была невероятна. Увидимся в следующем выпуске.